Летом 1957 года я руководил походом третьей категории сложности, а это в то время считалась высшая категория, по Восточному Саяну. В составе группы была Люда Дубинина. Она повредила ногу, но дело не в том, что это было какое-то повреждение, оно настолько сильное, что ее пришлось транспортировать. Мы были все участники поражены тем ужасом, которое она проявила от всех тягот, связанных с транспортировкой. Нам нужно было от Пика и Эдельштейна, довольно глубоко в Саяно, к Азыру ее транспортировать. В это же время параллельно шла группа, в которой участвовал Юрий Кривонищенко. Мы много стыковались с этой группой, поэтому этого участника я тоже хорошо знал. Летом 1958 года Игорь Дятлов руководил походом, который тогда имел статус сборной области. Вообще в то время это было высшее проявление признания мастерства и опыта людей, которые попадали в сборную области. В этой группе было очень много участников будущей группы, которая трагически закончила свой путь на Северном Урале. В частности, Николай Тивобрин-Юль в этой группе был с нами. В этой группе был Рустем Слободин, Юра Юдин. И вот тогда уже Дятлов попытался сформировать группу на Северный Урал, куда он пригласил вот этих ребят, в том числе еще двоих, это Хализова и меня. Но так получилось, что мы не попали по учебному графику в состав этой группы. Еще за год, в феврале 1958 года, в составе сборной области по Приполярному Уралу в феврале мы прошли вместе с Игорем Дятловым. Он был там участником. Это был сложный поход, но те навыки, которые там мы приобрели, и тот интересный опыт ночевок, холодных ночевок без дров, без лапника, он, судя по всему, пригодился, и они использовали в следующем своем зимнем походе. Я должен сказать, что эти ребята были действительно очень опытные и, самое главное, очень рассудительные. Можно говорить о человеческих качествах. Я уверен абсолютно, что плохие люди, они не удерживались в туризме, особенно если уже дело доходило до похода к высшей категории. Они где-то отбраковывались, по сути дела, на первых шагах туризма. Я хочу сказать, что это люди были действительно подготовлены и в моральном, и в физическом плане, поэтому никакие разговоры о том, что какая-нибудь там паника у них была просто вызвана ничем, какими-то психологическими там разногласиями в группе. Это схоженные вместе многими тропами, походами люди, и поэтому думаю, что это были в то время наиболее сильные и действительно достойные участники сборной в области. Петр Иванович, вот можете рассказать о Дятлове как руководителе? Ну, только Ну, о Дятлове как руководителе мне довольно трудно однозначно сказать, потому что были и противоречивые такие моменты. Я хочу сказать, вот как участник, как человек в чисто человеческом плане, это просто замечательный человек был, действительно. Но у него была на начальной стадии такая болезнь многих руководителей, когда они, становясь во главе группы, как бы забывали о том, что нужно прислушиваться к мнению группы. И у нас на Алтае из-за этого была небольшая ссора. Но вот насколько я знаю, и в этом походе, когда наконец мы все выговорились, и он тоже почувствовал, что нужно с мнением группы считаться, то это был уже совсем другой человек. И в осенних сборах, и в 1958 года, и при подготовке к этому походу он был уже совсем другим человеком, который умел общаться и умел иметь контакт со всеми участниками. Хотя он действительно был самый опытный всегда в составе группы. Петр Иванович, вот решение, то, что они на восхождение пошли в 3 часа, ну, в 15:00, это же достаточно поздно. Вот как вы считаете, для опыта, что это было? Надо знать, очевидно, конъюнктуру и ту ситуацию, которая сложилась там. Вообще говоря, это, видимо, была ошибка.
То есть, если бы касалось меня, и я был бы в этой группе, то, наверное, я бы как-то высказывался против, что нужно было раньше входить, намного раньше выходить. Это было слишком поздно. Ну, как вы думаете, а почему, когда они выбежали из палатки, они не вернулись к лабазу? Лопасу вывернуться очень трудно, потому что это совсем с другой стороны перевала, и нужно все равно мимо палатки пройти. И поэтому первая мысль, и она, видимо, так у них и сработала, первая мысль это было добраться до палатки, потому что те люди, которые двигались, у них направление было на палатку. И только пройдя мимо палатки, они могли попасть на перевал, который ныне называется перевалом Дятлова. Уже можно было спуститься в Лабазу. Хорошо. Ну, вот, а если говорить о участниках, просто вот как, ну, с людской точки зрения, вот есть версия, что они просто там поссорились, передрались. Вот такое вообще реально было в советские времена для этой группы, которая неоднократно ходила. Я не верю в это. Я не верю в это. Чтобы в зимнем походе дело дошло до такой ссоры, которая привела вечером, когда уже садились не ужинать, разбежаться и уйти. Но, кстати, они двигались все вместе, только одного человека мы не можем понять, кто это был. Но вообще-то они все вместе шли, поэтому это не ссора, которая привела к разбеганию. Здесь было что-то другое. Я лично в этом убежден. По вашему мнению, что это было? Очень трудно судить, это какое-то явление. Лично я склоняюсь к мнению это техногенного происхождения, явление, которое привело к какому-то состоянию, паническому состоянию, ужасу, когда они уже потеряли, по сути дела, контроль над своими действиями. А вот что это за действие, я не могу сказать, потому что мы все находимся до сих пор в состоянии размышления и домыслов, может быть, и догадок. Есть версии, что это лавина, вот очень сейчас сильная популярная версия, но я не верю, чтобы она настолько напугала и привела к такому состоянию, что все бросить, не взять. Я не верю, чтобы Дятлов мог допустить, чтобы без обуви босиком броситься вниз. Слушайте, а вот с вашим многолетним опытом туризма бывали похожие случаи? Нет, мне они неизвестны. А, Есть люди, которые занимаются как раз лавинами, они утверждают, что где-то там на Кавказе, в Тяньшане были ситуации, связанные с лавинами, что якобы там нечто похожее было. Но мне не приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, тем более в условиях Урала. м, есть еще вариант, что один напугал инфразвук. Вот, ну, и что этот инфразвук, он не техногенным характером благословен, а именно условия местности. Ну, там скалы, ветер, вот что-то такое. Вот, Спорить с этим трудно, но про инфразвук у меня была такая информация в виде письма от одного человека, который в то время говорил, что существовали шахтные установки, в том числе недалеко от Тартена, но со стороны Пермской области. И было известно, что в момент запуска таких ракет из шахтных установок некоторое время идет инфразвук, распространяется по Земле. И что, в принципе, теоретически это известно, человека он может привести к такому состоянию. Но было ли это на самом деле или нет, трудно судить. Я не специалист, я не знаю, где такие установки были. Но мне писали об этом люди.